Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Продолжаю а, свои творческие дни. А, продолжаю раскрашивать вот эту вот феечку в лесных сказках от Ханны Карсон. А, ну, что могу сказать? Бумага хорошая, ничего не протекает, но все равно, тем не менее, ведет. Может быть, немножко ее так повело еще. Она более узкая, чем странички более узкие, чем у других книг. И здесь, может быть, еще это играет роль, хотя не факт. А здесь было акварельные карандаши, вода как-то сильно на этом не сказалось. Ну, в общем, не страшно, тут совсем чуть-чуть повело. Я еще, в общем-то, не пыталась даже, скажем так, выпрямлять ее. Так, сейчас что-то у меня сегодня с микрофоном. Он упорно не хочет держаться. Хочу сегодня, продолжаю красить, и хочу сейчас, даже не сегодня, сейчас, ну, я думала сначала синим, потом все-таки сошлись с подругой, что это луна. Ну, наверное, все-таки желтым ее делать буду. Что, конечно, для меня немножко необычно. Придется брать акварель. Ну, у меня такие чудо-краски медовые, полусухая акварель детская. Мне этого достаточно. Есть еще разные, но мне это достаточно. Что-то мне надо ее, по-моему, уже помыть хорошенько. Сюда умудрились девчонки залезть. Так, ну что, я хочу выбрать все-таки, сошлись на том, что луна это все-таки будет более холодный желтый цвет. Не знаю, мне немножко неудобно. Книга. И я хочу все-таки решила сделать желтым, поэтому хочу сейчас немножко прикинуть, раскрасить, что у меня получится здесь именно акварелью. Посмотрим. Вообще, конечно, нужно было, наверное, сначала начать с луны, но я долго думала, опять же, чем я буду и как красить. Но вот в последний момент решила, что все-таки, наверное, акварель. Вот. Мне бы, конечно, хотелось менее желтой ее делать. Все-таки мне бы хотелось растянуть все-таки этот цвет по возможности. Вот такой, знаете, бледноватый. Но меня постоянно ругают, что в последнее время вообще прям очень часто начали девочки ругать, что очень бледные, не яркие иллюстрации. Но как-то я не скажу, что я фанат прям супер ярких каких-то оттенков. Даже я бы сказала не оттенков, а именно в раскрашивании как-то все-таки бывают и ярко, но в основном для меня, например, такой вот бледный, какой-то более пастельный, что ли, цвета как-то ближе мне, что ли. Поэтому да. Вот. Понятное дело, что некоторым хочется яркости, некоторым хочется побольше цвета. Ну вот, мне этого достаточно. Для начала все-таки хотелось бы закрасить. Ну, потом уже, наверное, где-то чуть темнее, где-то чуть светлее будет все это у нас. Вот такая вот будет луна. И сейчас посмотрим, что у нас из этого
в общем-то, получится. Потому что, как я уже сказала, с акварелью я очень осторожно, аккуратно, на «вы», скромненько так, потому что умудряюсь испортить. Так, я надеюсь, вам видно. Мне просто по-другому немножко неудобно, особенно с акварелью. Вот. И, конечно, сейчас мы будем тут пытаться что-то растянуть, что-то сделать. Вот. Так что вот так. Ну и я думаю, этого достаточно. А здесь не слишком яркий. Во-первых, просохнет потом. Во-вторых, это же не конечный результат. И здесь, понятное дело, будет потом еще дальше раскрашено все. Поэтому я думаю, что этого пока достаточно. Так, здесь сложнее. Здесь нужно будет все-таки обходить. Желательно. Понятное дело, что это будет закрашиваться. Все. Ну, мне бы не хотелось сильно. Ну, вот видите, не хотелось бы, а залезла. Понятное дело, что... Ну, звездочки можно, в общем-то. Ага. Можно все теперь, да? Мне бы не хотелось сильно, конечно, залазить. Ну, звезды однозначно, скорее всего, будет что-то яркое. Ну, здесь сейчас мы посмотрим. Вот такая вот получается луна. Не скажу, что супер, но для моего умения именно работать с акварелью это уже неплохо. Поэтому да, гордиться тут нечем, я понимаю. Но вот я, как я уже сказала, мне очень пока что сложно с ней работать, с акварелью. И я бы сказала, боязно, что ли, немного, потому что могу испортить в любой момент. А исправлять для меня еще сложнее. Ну, понятное дело, да, все понимают, что нужно сначала научиться хорошо красить, чтобы потом еще научиться исправлять, там, поправлять, как-то выходить из каких-то положений. Вот, поэтому, да. Мне в этом плане очень сложно. Так, сейчас немножко добавим, чтобы уж не совсем она все-таки была белой. Вот. Сейчас мы попробуем растянуть. Так. Пузыри я просто не определилась, какими будут, поэтому, конечно, ну, не получится на 100%, конечно, их. Это долго и муторно обходить, особенно сейчас на камеру сложновато. Ну, по возможности некоторые все-таки хотелось бы не закрашивать. Вот такая вот получится луна. Не шедевр, понятное дело. Ну и, по крайней мере, пока что нормально. Так что я не могу никак цвет набрать. Вот. Сейчас мы чуть-чуть добавим. Так. Где-то темнее, где-то светлее. Тут вот, видимо, пропустила, поэтому добавим.
Это будет все у нас вот так. Ага, теперь самое сложное из того, что мне хотелось бы сделать, но я уже не уверена, что здесь я этим сделаю, потому что сюда и розовый попал. Сейчас скажут, ты что-то громко шумишь водой. Мне нравится. Несмотря на то, что я акварели очень мало, очень редко рисую, но вот кисточку мыть, да и так шумно прям мне нравится. В общем, да, я не вымою на 100% белый цвет, но он тут слегка с розовым таким подтоном. Это, конечно, не здорово ни разу, но хотелось бы. Хотелось бы, вот видите, что получается. Он такой с розовым, а мне это не нужно. Мне нужно именно как бы белый. Как бы белое что-то такое. Что-то белое. Что-то пока у меня не это. Не получается. Так. Я уже умудрилась накосячить. Ну вот, пока это будет как-то так. Ничего, но бумагу все равно ведет, понятное дело. Никуда от этого не денешься. Где-то у меня были прищепочки, наверное, все-таки стоит в общем, да, вы поняли, защипнуть, потому что хотя бы на какое-то время, чтобы я прям совсем эту бумагу не вела, уж настолько сильно. И вот так вот это все дело будет. Ну, пока будет сохнуть, я вам покажу. Было парочку покупок. Тут не пугайтесь, такой творческий беспорядок. Это в процессе, это нормально. Так, Люда ходила в магазин у нас в канцелярии, ну и предложила, говорит, я буду брать себе, могу и вам взять. Вы помните, что я хотела купить несколько брашей. И говорит, какие вам нужны, я возьму. Ну, один из них я покажу просто новый. Такой вот телесный, это Light Skin 114 оттенок. У меня, по-моему, его нету, да, я его не вижу. У меня такого нет. И вот я попросила, чтобы она мне взяла. Видите, вот такой красивый оттенок. В дополнение к остальным. У меня просто есть более темный. Так, 114, да? Подпишем. Есть 116, 131, 132. Но это такое будет хорошее дополнение. Вот у меня 114, она взяла. Есть вот этот 132, видите? Я надеюсь, видно. Потом более потемнее 131. Ну и теперь вот у меня будет более выбор, скажем так, с телесными оттенками. Ну, понятное дело, также у меня закончились. Я показывала 2 синих. Это 146 и 110. Вот 110 и 146 они у меня закончились. Вот теперь у меня тоже новые 2 появились. Также у меня 104 я показывала, появился. И еще один вот такой 107, если не ошибаюсь. 268 оттеночек тоже появился. Ну, потихоньку брашей у меня прибавляется. Но еще вот серые тоже нужно будет повторять. Серые, как, по-моему, 180, если не ошибаюсь. Вот.
Еще одна покупка. Люда взяла себе, говорит, я взяла и вам на пробу. Гелевая ручка белая. Это у нас супер новая. В чем ее необычность, почему взяла на пробу? У нее гель, видите, в самом футляре. То есть нету пасты, как у ручек. Где мне найти сейчас? Ну вот, допустим, старая у меня, да, футляр, а внутри старая, ну, футляр и внутри паста, стержень, и в ней вот сам гель. Здесь гель сам непосредственно в футляре, то есть нету этого стержня. Вот, как-то так. Кстати, они были хорошие от стаи, я не знаю, почему я приехала с отпуска. У меня фактически все белые ручки не пишут, собственно говоря, поэтому, наверное, Люда про меня вспомнила, мы не так давно об этом с ней говорили. Так, ну у меня тут уже бедный блокнот, я попробую. Будет она здесь, видно что-то рисовать, но видно, что она рисует, и неплохо. Вопрос только вам не показать. Я вам не покажу. Мне-то хорошо видно, как она рисует. Я не знаю, мне девчонки где-то утащили блокнотик, который с черными страничками. И, к сожалению, я вам на черном сейчас не смогу показать. Сейчас попробую. Единственное, вот у меня тут есть цветные странички. Тоже подарок. Не знаю, попробовать. Но рисует идеально, собственно говоря. Я надеюсь, вам видно. В принципе, пишет хорошо. Люд, спасибо огромное. Буду пробовать, пользоваться. Ну, надеюсь, понравится. Такое оформление у нее красивое. Буду рисовать. Спасибо большое. В целом... Ой, меня мусорила, прошу прощения, тетрадками. В целом я довольна. Буду красить. Так, это что касается, ну, совсем чуть-чуть таких небольших покупочек. Теперь, так скажем, пополнение браши плюс новая ручка. И если ручка действительно будет прям вау, хорошо рисовать долго, то нужно будет еще повторить в запас, так скажем. Так, что у меня здесь? Ну, вот здесь подсыхает, это будет еще долгая история. Вот так это все получается. Не буду, так и оставлю, где-то темнее, где-то светлее, пусть так и будет. Она и не должна быть особо однородной, однородного цвета. Это луна. Понятное дело, крылья это только начало, и все остальное. Буду еще сейчас дорабатывать, докрашивать. Тут и серебро будет, и белый. Посмотрим, что из этого получится. Продолжаю свой хобби-влог. По плану у меня была раскрасочка «Волшебные миры феи». «Волшебный мир феи». И я выбрала вот такую осеннюю иллюстрацию с тыковками. Впервые за столько времени я полностью ее акварелила. К сожалению, снимаю уже не первый раз, поэтому да, начало, самое начало пришлось вырезать. В общем, я акварелила. Надеюсь, что удачно акварелила. Крылья тоже перламутровая акварель, ну и чуть-чуть гелевые ручки. Но, наверное, я неправильно сделала, потому что мне нужно делать фон. Как бы это все не размыть. Чуть-чуть белая поска. А так все здесь акварель. Дорабатывать не особо не буду. Так как у меня с акварелью очень сложно. Все сложно. Мы с ней на «вы». Поэтому пока что я решила, как, знаете, первоклашки учатся писать с нуля. Так и я решила забыть все школьные какие-то основы и так далее. И начать все сначала. Для начала просто закрашивать. Пробовать. И потихоньку как бы прибавлять, да, к полученному результату. То есть сейчас вот просто раскрасила, потом где-то добавила оттенков, добавила цвета, смешала, или там двухцветный листик сделала. Ну, в общем, учиться красить. Пока что это вот так. В целом я довольна, неплохо. Хочу сделать сейчас фон. Осталось, собственно говоря, только фон раскрасить. Это не будет какой-то сложный фон. Сюда, в общем-то, и не хочу. Ну, можно, конечно, кто умеет,
сделать здесь прям шедевр. Навряд ли у меня это получится. Да и портить не хочется. Ничего, пока вот так получается, неплохо. Пусть будет так. Единственное, я хочу что-то такое выбрать, знаете, чтобы он был темный в меру. Не светлый явно. Не настолько светлый. Мне бы хотелось, чтобы он был какой-то такой темноватый. Не знаю, может, вот синий какой-то. Такой вот. Так, есть еще один синий. Более такой грязно-синий. Я бы сказала, оттеночек. Как бы в фиолетовый уходит. Вот, не знаю. Видите, наверное, его и использую, чтобы потемнее это все было. Не уверена, но скорее всего это так и будет. И просто закрасить хотелось бы. Посмотрим, что получится. И вообще получится ли из этого что-то. Так как я пока еще только не волшебника, только учусь. Даже не знаю, как мне... Я здесь, как я уже сказала, немножко неправильно поступила. Я начала эти крылышки обводить, и до меня потом дошло, что да, сначала нужно было закрасить, а потом уже обводить. Вот. Вот видите, какие казусы бывают. Единственное, я нужно было бумагу незначительно, но все-таки повело. Оно и понятное дело, акварель, вода. Плюс здесь не самая толстая бумага. Она выдерживает воду. Мне здесь, конечно, понравилось, что она ее выдерживает. Но, тем не менее, все-таки это вода. И она будет ее вести. И поэтому, да, немножко, конечно, повело. Я не стала сразу гладить. Так, хотела бы убрать лишнюю краску. Вот. Ну и в целом я не буду добиваться прям такой супер однородности здесь в фоне. Пусть он будет немножко такой, там темнее, там светлее. Не скажу, что это будет прям как типа небо. Я даже не знаю. Ну, вот так мне хочется. Не могу охарактеризовать правильно. Я знаю, чего я хочу, и не знаю, как объяснить, чего я хочу. Иногда у меня такое бывает. Даже, я бы сказала, часто. Ну, прям мы девушки такие. Как говорится, сами не знаем, чего хотим. Порой. Вот. И вот как-то так. Радует, что я начала все-таки акварелить. Пускай по чуть-чуть, понемногу. Я так с вами чуть-чуть начну здесь красить, а потом доделаю. Потому что не совсем удобно. Да что ты? Вот. Мне еще все равно сложновато. Вот видите, опять я сделала ошибку, которую, в принципе, уже об этом думала, что нельзя так делать. Нужно сначала дальше, потом ближе закрашивать, дабы не испачкать и так далее. Ну, как говорится, да. Уже не первый раз у меня такой. Я надеюсь, вам видно. Уже неоднократно так было. Не только с акварелью. Да. Думаю, это правильно. Делаю все равно по-своему, как говорится. Как нельзя. Ну вот, бывает так. Как-то не нравится мне. Единственное, что как-то вот
как она ложится. Именно этот оттенок какой-то, как, знаете, даже не могу, какая-то зернистость, что ли, проявляется. Мне такое не нравится. Так, сейчас мы немножко здесь все-таки попробуем. Растянуть. Что много взяла воды. Конечно, я, так как не профессионал, я не, может, что-то не так делаю, бывает, пишут девочки, но повторюсь, не профессионал. Могу и неправильно что-то делать, не спорю, но постоянно писать об этом, причем, не поверите, одному и тому же человеку постоянно это писать, ну, как бы, мне б уже надоело. Зачем? Я не прошу, не спрашиваю, правильно я здесь сейчас закрасила или неправильно. Это, во-первых. Во-вторых, я понимаю, что, может, какие-то моменты действительно я совсем неправильно делаю. Я понимаю, что кто-то хочет, может, как лучше, но не в таком тоне, не в такой манере обычно добрые советы раздаются, поэтому давайте жить дружно, дабы не отвечать на ваши советы в такой же манере, чтобы не было обидно, что вот я совет даю, а ты хамишь. Ну вот, не обижать, давайте взаимно как-то все это, чтобы не было хамства, не было обид. Все-таки это творчество, творческие моменты, творческий канал. Все мы здесь, это хобби, так или иначе. Хочется творить, вытворять, вот, а не ругаться. Поэтому давайте как-то, ребята, жить дружно. Но если уж ругаться на таких каналах, то я уж не знаю, конечно. Да что ты? Там светлее, там темнее, там не закрашивает. Что за... Вот не нравится, как она ложится. Может быть, это все, конечно, как мне уже говорили девчонки, из-за того, что это детская акварель, потому что все-таки она имеет свойство как-то по-своему ложиться. Вот видите, какие-то как какие-то проплешины, что ли. Сейчас, секунду. Я извиняюсь, у меня тут колонка. Думаю, что мне шумит? У меня колонка усиленно шумит. Мешает. Так. Даже не знаю, как мне осторожно так раскрасить бы. У меня здесь крылышки. И чтобы не размазать это все дело, серебро. Не хотелось бы. Как-то надо осторожно. Вот. Здесь. В целом я довольна. Не скажу, что у меня тут прям хуже остальных все. Не шедевр, но мне нравится. Главное, чтобы мне понравился процесс. Значит, дело пойдет. Более-менее мне нравится результат. Понятное дело, кто умеет все это дело, кто владеет хорошо акварелью, тот сделает тут, понятное дело, шедевр. Ну, я, к сожалению, нет. Поэтому, да, вот как будет, так будет. Не нравится мне здесь, как получилось. И не хочет оно, смотрите, вообще прям... Я пытаюсь подправить, поправить. Она не хочет так ложиться, как по идее должна бы лечь. Засранка. Это акварель. Ну вот, бывает так. В целом я довольна, мне нравится. Может быть, можно было взять что-то поинтереснее, какой-то оттенок. Но мне вот хотелось такой, знаете,
Изначально я хотела не закрашивать прям всю страницу, а чуть-чуть просто цвета дать. Но сейчас понимаю, что могу и не добиться того эффекта, которого мне хочется, и за счет этого только все испортить. Поэтому пусть будет закрашено. Вот. Где-то мы потом подправим, не беда. Подровняем, подправим. В общем-то, не страшно. Вот так вот получается. Где-то будет посветлее, где-то потемнее. Но в целом это будет как-то так, девчонки. Вот так у меня как-то получилось. Еще не все просохло. Но в целом это выглядит вот так. Высохнет. Нужно будет потом немножко ее или прогладить, или под пресс положить. Ну, понятное дело, от воды немного повело, но я ожидала худшего. Поэтому, да, бумага радует. Ну и, собственно говоря, еще одна работа по плану выполнена. Пусть хорошо сохнет. Буду ее сейчас отложу, пусть она просохнет. И у меня, скорее всего, по плану сегодня будет еще одна раскраска. Это уже не феечки, это уже танцы от Еленки Филоненко. Раскрасочка. Я не знаю, я пока не определилась, что красить, как красить, потому что, ну, здесь с тенями. И бумага здесь вроде как прям шикарная. Ну, вот я пока думаю, что красить, как красить. Склонялась вот к этой иллюстрации. Или что-то вот такое. В общем, пока не определилась, что именно раскрасить, или вот такую с магнолиями. Буду думать, сейчас выбирать, на чем все-таки остановиться, что красить. Честно говоря, пока не знаю. Буду выбирать, решать, ну и, собственно говоря, раскрашивать. Чем буду красить, тоже пока не определилась, но, скорее всего, может быть, карандашами все-таки. А может быть, продолжу акварелить. Вот такой у меня был небольшой сегодня хобби-влог. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь обязательно. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну, а я сейчас подсохнет до конца уже и положу под пресс, а дальше уже будет видно, буду дорабатывать что-то, нет здесь. Боюсь просто испортить, поэтому, скорее всего, трогать не буду. Крылышки тоже вот не блестят. Да. Вот такая у меня получилась иллюстрация. Всем спасибо. Хорошего осеннего настроения. Понятное дело, что осень, холодает, дожди. Но, тем не менее, хочется, чтобы у всех было хорошее настроение, вдохновение на раскрашивание. Ну и всем пока-пока.